Урок 1. Визуальная коммуникация. Привет, Анна. Я работаю над новым проектом. Кроме того, я создала визуальные эффекты, повышающие ясность нашего сообщения. Привет, Джон. Звучит интересно. Визуальные эффекты могут быть очень эффективными в передаче информации. Какие визуальные эффекты вы создали? Я создал инфографику и диаграммы, чтобы представить данные в более интересной форме. Они помогают упростить сложные концепции и упростить понимание информации. Отличная идея. Наглядные пособия могут привлечь внимание и улучшить понимание. Использовали ли вы какие-либо специальные инструменты для создания визуальных эффектов? Да, для создания инфографики я использовал программное обеспечение для графического дизайна, а для создания диаграмм — программное обеспечение для работы с электронными таблицами. Это впечатляет. Использование специализированных инструментов позволяет настраивать и проектировать визуальные эффекты в соответствии с целью проекта. Именно так. Это дает мне свободу выбирать цвета, шрифты и макеты, которые лучше всего отражают ту информацию, которую мы хотим передать. Визуальные эффекты также могут быть полезны при представлении аудитории. Они помогут удержать их внимание и сделать контент более запоминающимся. Совершенно верно. Люди, как правило, лучше запоминают визуальную информацию, чем только текст. Это помогает донести мощное и действенное сообщение. Я полностью согласен. Визуальная коммуникация может существенно повлиять на то, насколько хорошо наши идеи будут поняты и сохранены. Кроме того, визуальные эффекты можно использовать для создания целостного и привлекательного дизайна документов или презентаций. Отличное замечание. Согласованность визуальных элементов помогает создать прочную идентичность бренда и сделать наш контент более профессиональным. Визуальные эффекты также позволяют нам более эффективно представлять сравнения или тенденции. Они позволяют зрителям быстро получать информацию и устанавливать связи. Да, визуализация данных с помощью диаграмм или графиков может выявить закономерности и идеи, которые могут быть не столь очевидны в исходных цифрах. Совершенно верно. Представляя информацию визуально, мы можем привлечь аудиторию и сделать контент более интерактивным и запоминающимся. Визуальные эффекты также можно использовать в образовательных учреждениях, чтобы сделать обучение более увлекательным и приятным. Да, действительно. Наглядные пособия помогают учащимся быстрее усваивать концепции и дольше сохранять информацию. Это стимулирует их любопытство и активное участие. Это замечательно. Использование визуальных элементов в учебных материалах может создать динамичный учебный процесс для учащихся. Кроме того, визуальные материалы можно легко публиковать на разных платформах, что делает их доступными для более широкой аудитории. Это еще одно преимущество. С появлением социальных сетей и онлайн-платформ визуальные эффекты могут быть доступны людям из разных слоев общества и культур. Совершенно верно. Визуальная коммуникация преодолевает языковые барьеры и позволяет нам передавать сообщения по всему миру. Меня впечатляет то влияние, которое визуальные эффекты могут оказать на общение и обучение. Это мощный инструмент, который следует эффективно использовать. Не могу не согласиться с этим. Визуальные эффекты способны очаровывать, информировать и вдохновлять. Они придают нашим посланиям глубину и насыщенность. Спасибо, что поделились своими мыслями.
Я с нетерпением жду визуальных эффектов, которые вы создали для нашего проекта. Добро пожаловать! Я рад показать вам, как визуальные эффекты улучшают наше сообщение и делают его более интересным. Давайте продолжим исследовать возможности визуальной коммуникации. Урок 2. Планы путешествий. Привет, Анна. Эй, вы слышали? Я планирую поездку в следующем месяце. Привет, Джон. Это захватывающая новость. Куда ты собираешься пойти? Я подумываю о поездке на тропический остров с чистейшими пляжами и густыми лесами. Похоже, это место мечты. Ты выбрал какой-то конкретный остров. Да, я склоняюсь к знаменитому острову, известному своими кристально чистыми водами и яркими морскими обитателями. Это просто фантастика. Изучение подводного мира должно быть невероятным опытом. Абсолютно. Я планирую заняться сноркелингом и вблизи увидеть красочные коралловые рифы и экзотических рыб. Похоже, это рай для любителей природы. Есть ли другие мероприятия, которых вы с нетерпением ждете? Мне также не терпится отправиться в поход по тропическим лесам острова и открыть для себя скрытые водопады. Похоже, это идеальное сочетание приключений и отдыха. Собираетесь ли вы остановиться на курорте? Да, я планирую забронировать пляжный курорт с потрясающими видами и роскошными удобствами. Отличный выбор. Курорт может стать комфортной и удобной базой для вашего отдыха. Кроме того, я с нетерпением жду возможности попробовать местную кухню и познакомиться с культурными традициями острова. Это замечательно. Изучение местной гастрономической сцены – фантастический способ погрузиться в культуру. Совершенно верно. Я считаю, что попробовать новые блюда – неотъемлемая часть любого путешествия. Задумывались ли вы о каких-либо конкретных блюдах или местных деликатесах, которые хотите попробовать? Я слышал, что остров славится свежими морепродуктами и тропическими фруктами. Не могу дождаться, когда смогу их попробовать. Звучит очень вкусно. Не забудьте также попробовать местную уличную еду. Часто это скрытая жемчужина. Определенно. Посещение местных рынков и дегустация уличной еды всегда входит в мои планы путешествий. Это отличный способ открыть для себя аутентичные вкусы и пообщаться с местными жителями. Кроме того, я планирую сделать много фотографий, чтобы запечатлеть природную красоту острова. Это отличная идея. Фотографии помогут вам сохранить воспоминания и поделиться своим опытом с другими. Совершенно верно. Я хочу запечатлеть каждый захватывающий вид и незабываемый момент. Уверена, ваше путешествие будет потрясающим. Путешествия позволяют нам расширять кругозор и создавать воспоминания на всю жизнь. Не могу не согласиться с этим. Я с нетерпением жду этого приключения и всех новых впечатлений, которые оно принесет. Желаю вам фантастического путешествия, наполненного радостью, отдыхом и незабываемыми моментами. Спасибо. Я обязательно поделюсь с вами историями о своих путешествиях и фотографиями, когда вернусь. Я с нетерпением жду, когда все об этом узнаю.
Счастливого пути! Спасибо. Мне не терпится отправиться в это путешествие. А пока берегите себя. Урок 3. Знаток кофе. Привет, Анна. Вы слышали о местном кафе, известном своим потрясающим эспрессо? Привет, Джон. Да, я слышал об этом много хорошего. Аромат свежесваренного кофе неотразим. Абсолютно. Я любитель кофе, и мне не терпится попробовать их фирменный эспрессо. Всегда интересно открывать для себя новые кофейни. Есть ли у них другие фирменные напитки? Да, здесь предлагают разнообразные напитки ручной работы, такие как капучино, латте и макиато. Это просто фантастика. Приятно иметь варианты на разные кофейные предпочтения. Кроме того, в дополнение к кофе здесь подают выпечку и легкие закуски. Это прекрасно. Вкусная выпечка с чашкой кофе – восхитительное сочетание. Я слышала, что их выпечка свежеиспеченная и имеет прекрасный домашний вкус. Я уже представляю себе аромат кофе и теплой выпечки. Здесь царит уютная атмосфера. Совершенно верно. Это отличное место, где можно расслабиться и выпить чашечку кофе, общаясь с друзьями. Звучит прекрасно. Очень важно провести эти моменты отдыха и общения. Определенно. Кафе часто становится местом общественных собраний, где люди могут провести время в хорошей компании. А еще это отличная возможность попрактиковаться в разговорном английском за бокалом вкусного напитка. Совершенно верно. Общение с местными жителями или другими клиентами может улучшить языковые навыки. Кроме того, вы можете узнать интересные истории или рекомендации других любителей кофе. Это правда. Всегда приятно слышать о любимых кофейных блюдах людей. Мне интересно, предлагают ли они какие-либо фирменные бобы или уникальные методы пивоварения. Да, они закупают высококачественные бобы из разных регионов и предлагают различные технологии пивоварения. Это просто фантастика. Изучение различных вкусов и способов приготовления может стать приятным приключением. Совершенно верно. Это как открыть для себя совершенно новый мир в мире кофе. Я очень рада за тебя. Похоже, вы получите незабываемые впечатления от кофе. Спасибо. Мне не терпится насладиться богатым вкусом и уютной атмосферой кафе. Наслаждайтесь каждым глотком и наслаждайтесь моментом. Кофе приносит радость и комфорт. Я так и сделаю. И я обязательно поделюсь с вами своим путешествием за чашкой кофе. Возможно, когда-нибудь мы сможем вместе посетить это кафе. Это было бы замечательно. Кофе и хорошая компания – идеальное сочетание. Жду этого с нетерпением. А пока давайте продолжим исследовать мир кофе и наслаждаться простыми удовольствиями, которые он приносит. Совершенно верно. Приветствуем любовь к кофе и совместным впечатлениям, которые он приносит. Ура! Впереди еще много приключений, наполненных кофе.
Урок 4. Скрытые расходы. Привет, Анна. Планируя поездку, мне следует знать о каких-либо дополнительных расходах. Привет, Джон. Да, иногда за определенные услуги или удобства может взиматься дополнительная плата. Это приятно знать. Можете ли вы привести несколько примеров этих дополнительных платежей? Конечно. В некоторых отелях могут взиматься курортные сборы, которые покрывают посещение таких объектов, как бассейны или фитнес-центры. Ах, понятно. Таким образом, даже если стоимость номера кажется разумной, возможно, стоит рассмотреть возможность внесения дополнительной платы. Именно так. Важно прочитать текст мелким шрифтом и узнать о возможных дополнительных расходах. Есть ли другие расходы, которые мне следует учитывать при планировании поездки? Некоторые авиакомпании взимают плату за зарегистрированный багаж или выбор места, особенно на бюджетных авиалиниях. Это следует учитывать при сравнении цен на авиабилеты. Эти расходы могут быстро возрасти. Совершенно верно. Чтобы принять взвешенное решение, важно учесть все затраты. Есть ли другие скрытые расходы, которые путешественники часто упускают из виду? Компании по аренде автомобилей иногда взимают дополнительные сборы, такие как страхование или плата за доставку в другое место. Я обязательно тщательно проверю договор аренды и пойму все возможные расходы. Это хороший подход. Осведомленность о потенциальных скрытых расходах поможет вам более эффективно составлять бюджет. Есть ли какие-нибудь советы, которыми вы можете поделиться, чтобы избежать непредвиденных расходов во время путешествия? Ключевое значение имеют перспективные исследования и планирование. Читайте отзывы, задавайте вопросы и уточняйте любые сомнения у поставщиков услуг. В этом есть смысл. Лучше проявлять инициативу и избегать сюрпризов во время поездки. Совершенно верно. А если вы не уверены в каких-либо расходах, не стесняйтесь обращаться за разъяснениями. Я обязательно учту это. Лучше быть хорошо информированным, чем быть застигнутым врасплох. Мудрое решение. Все дело в том, чтобы быть информированным путешественником и принимать разумные решения. Спасибо, что поделились этой ценной информацией. Это определенно поможет мне лучше спланировать поездку. Добро пожаловать! Я рад, что смог вам помочь. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Я так и сделаю. Мы очень признательны за ваши советы. Еще раз благодарю вас за помощь. Совсем без проблем. Я здесь, чтобы помочь. Желаю вам приятного и экономичного путешествия. Спасибо. Я позабочусь о любых скрытых расходах и получу удовольствие от поездки в полной мере. В этом и заключается дух. Прекрасно проведите время и создайте незабываемые воспоминания. Безопасных путешествий! Я так и сделаю. Пока мы снова не поболтаем, позаботьтесь и поговорите с вами в ближайшее время. Урок 5. Трансфер от слэш до аэропорта. Привет, Анна. Меня интересует место встречи за пределами аэропорта. Как часто курсируют шаттлы? Привет, Джон.
Маршрутные автобусы обычно ходят по регулярному расписанию с частыми отправлениями из назначенного места встречи. Это удобно. Вы знаете, сколько времени потребуется для прибытия шаттлов после того, как я доберусь до места встречи? Время ожидания может варьироваться, но обычно шаттлы прибывают каждые 15-20 минут. Это не так уж плохо. У меня достаточно времени, чтобы собрать багаж и добраться до места встречи. Именно так. Всегда полезно заранее проверить расписание трансфера, чтобы соответствующим образом спланировать свое время. Есть ли какие-либо конкретные знаки или инструкции, которым нужно следовать, чтобы легко найти место самовывоза? Да, в аэропортах обычно есть четкие указатели, указывающие пассажирам к назначенным точкам трансфера. Это полезно. Я буду следить за указателями, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд из аэропорта. Отличная идея. Следуя указателям, вам будет легче найти место посадки шаттла. Сколько времени обычно занимает поездка до места назначения после посадки в шаттл? Продолжительность поездки зависит от расстояния между аэропортом и пунктом назначения. Предусмотрено ли примерное время поездки, предоставляемое трансфером? Да, большинство трансферных служб предоставляют приблизительное время в пути, что может дать вам приблизительное представление о том, сколько времени займет поездка. Это приятно знать. Это помогает мне планировать свое расписание и принимать соответствующие меры. Совершенно верно. Ориентировочное время в пути позволяет эффективно распоряжаться своим временем. Взимается ли дополнительная плата за трансфер от слэш до аэропорта? За некоторые услуги трансфера может взиматься символическая плата, а за другие – бесплатно. Чтобы избежать неожиданностей, рекомендуется заранее знать о возможных расходах. Определенно. Всегда полезно узнать о любых дополнительных расходах, связанных с трансфером. Могу ли я зарезервировать место в шаттле заранее или в порядке живой очереди? Я обязательно зайду на сайт службы трансфера или свяжусь с ними напрямую для получения дополнительной информации. Это разумный шаг. Всегда лучше быть в курсе процесса бронирования. Спасибо, что ответили на мои вопросы. Ваши идеи оказались очень полезными. Добро пожаловать! Я рад, что смог вам помочь. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Я ценю вашу помощь. Я позабочусь о том, чтобы правильно спланировать свой трансфер из аэропорта. Совсем без проблем. Желаю вам приятного путешествия и приятных впечатлений от трансфера от слэш до аэропорта. Спасибо. Я учту ваши добрые пожелания. Пока мы снова не поболтаем, позаботьтесь и поговорим с вами в ближайшее время. Ты тоже. Приятного путешествия и приятного времяпрепровождения в аэропорту и за его пределами. Безопасных путешествий. Я так и сделаю. До следующего раза. Берегите себя и пока до свидания. Урок 6. Рекомендации.
Привет, Анна, я ищу что-то особенное. Можете ли вы сказать мне, какое? Я хочу ее проверить. Привет, Джон. Конечно, я могу помочь вам в этом. Можете ли вы дать мне более подробную информацию или общую идею? Мне интересно попробовать новый ресторан в городе. Я слышала, что есть много вариантов. Есть рекомендации. Абсолютно. Если вы любите итальянскую кухню, я настоятельно рекомендую Ля Белла Вита. Их блюда из пасты просто фантастические. Звучит очень вкусно. Я действительно обожаю итальянскую кухню. Какие-нибудь другие рекомендации, кроме итальянской? Если вы хотите чего-нибудь острого, Spice Junction – отличный выбор для индийской кухни. Их карри очень ароматные. Индийская кухня звучит интригующе. Мне нравится острая еда, поэтому Spice Junction звучит как идеальный вариант. Еще одна моя рекомендация – Суши Дзен. Здесь подают свежие и аутентичные японские суши-роллы. В последнее время я жажду суши. Суши-зен звучит как идеальное место для удовлетворения моей тяги к суши. Если вы хотите поужинать в непринужденной обстановке, ресторан The Burger Giant известен своими аппетитными гамбургерами для гурманов. Иногда вам пригодится хороший бургер. Обязательно загляну в The Burger Giant, чтобы вкусно поесть. Если вы хотите попробовать блюда интернациональной кухни, Global Fusion предлагает разнообразное меню с блюдами со всего мира. Звучит как захватывающее кулинарное приключение. Global Fusion будет в моем списке, чтобы попробовать самые разные вкусы. Наконец, если вы любите морепродукты, то Ocean Breeze – популярный рыбный ресторан, известный своим свежим уловом дня. Мне нравятся морепродукты, особенно свежие. Ocean Breeze станет отличным местом, где можно побаловать себя вкусными морепродуктами. Надеюсь, эти рекомендации помогут вам найти идеальный ужин. Приятного знакомства с кулинарной сценой! Спасибо. Ваши рекомендации дали мне несколько фантастических вариантов на выбор. Я ценю вашу помощь. Добро пожаловать! Я рад, что смог вам помочь. Если вам нужны дополнительные рекомендации или у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные предложения. Еще раз спасибо. Я с нетерпением жду возможности посетить эти рестораны. Совсем без проблем. Прекрасно проведите время, исследуя местную гастрономическую сцену. Приятного аппетита! Спасибо. Я буду наслаждаться каждым кусочком. Пока мы снова не поговорим, берегите себя и хорошего дня. Урок 7. Косметический шопинг. Привет, Анна. Я также обычно захожу в магазины косметики и средств по уходу за кожей. Какие-нибудь рекомендации по-хорошему? Привет, Джон. Безусловно, я могу помочь вам в этом. Вы ищете определенную марку или тип продукта. Я открыт для изучения различных брендов и продуктов. В основном меня интересует поиск высококачественных товаров. В таком случае Глабюти – популярный магазин, известный своим широким ассортиментом товаров для макияжа и ухода за кожей.
Звучит многообещающе. Я обязательно зайду в Globbeauty, чтобы ознакомиться с их ассортиментом косметических товаров. Еще один отличный вариант – сияющая красота. Они предлагают множество средств по уходу за кожей, подходящих для разных типов кожи. Уход за кожей очень важен для меня, поэтому Radiant Beauty кажется подходящим местом для поиска подходящих средств для моей кожи. Если вы ищете натуральные и органические продукты, Pure Harmony специализируется на экологически чистых косметических продуктах. Я предпочитаю использовать натуральные продукты, когда это возможно. Pure Harmony идеально подойдет для поиска экологически чистых косметических товаров. Чтобы насладиться роскошью, Elegance Cosmetics предлагает высококачественные средства для макияжа и ухода за кожей в изысканной упаковке. Иногда побаловать себя роскошным продуктом стоит того. В поисках элегантности я загляну в Elegance Cosmetics. Если вы заинтересованы в изучении международных брендов, в Global Beauty Emporium представлены товары со всего мира. Международные бренды часто предлагают уникальные и инновационные продукты. Global Beauty Emporium станет интересным местом для прогулок. Кроме того, Beauty Heaven – известный магазин, предлагающий профессиональные инструменты и аксессуары для макияжа. Правильные инструменты очень важны для достижения желаемого образа макияжа. Beauty Heaven станет моим любимым выбором инструментов для макияжа. Наконец, Glamour Skincare специализируется на эффективных решениях по уходу за кожей и предлагает индивидуальные рекомендации. Уход за кожей является для меня приоритетом, поэтому Glamour Skincare отлично подойдет для поиска индивидуальных продуктов для моего ежедневного ухода за кожей. Надеюсь, эти рекомендации помогут вам найти идеальный косметический шопинг. Наслаждайтесь путешествиями. Спасибо. Ваши предложения дали мне несколько отличных вариантов для изучения. Я ценю вашу помощь. Добро пожаловать! Я рад, что смог вам помочь. Если у вас есть еще вопросы или вам нужны дополнительные рекомендации, не стесняйтесь спрашивать. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные рекомендации. Еще раз спасибо. Мне не терпится открыть для себя эти салоны красоты. Совсем без проблем. Наслаждайтесь покупками косметики и прекрасно проведите время, исследуя мир макияжа и ухода за кожей. Спасибо. Я воспользуюсь этим по максимуму. Пока мы снова не поболтаем, позаботьтесь и отлично проведем день. Урок 8. Воспоминания о пляже. Привет, Анна. У тебя когда-нибудь была незабываемая поездка на пляж? Привет, Джон. Безусловно, у меня были невероятные пляжные впечатления. Как насчет тебя? У меня их было несколько, но я всегда ищу вдохновение. Расскажите мне об одном из ваших самых незабываемых пляжных путешествий. Что ж, одно из моих любимых пляжных воспоминаний было, когда я посетил тропический остров под названием Paradise Cove. Paradise Cove звучит как место мечты. Что сделало это место таким незабываемым для вас? Кристально чистая бирюзовая вода и пудровый белый песок захватывали дух. Было такое ощущение, что вы попали в открытку. Звучит просто потрясающе. Занимались ли вы какими-либо водными развлечениями, находясь там? Да,
Я занимался сноркелингом среди ярких коралловых рифов. Подводный мир был полон разноцветных рыб и морских обитателей. Подводное плавание в коралловых рифах, должно быть, было невероятным опытом. Встречались ли вы с уникальными морскими обитателями? Мне повезло увидеть морскую черепаху, грациозно проплывающую мимо. Это был волшебный момент, который я никогда не забуду. Видеть морскую черепаху вблизи, должно быть, внушало трепет. Ты еще чем-нибудь занимался во время путешествия? Я долго гулял вдоль береговой линии, собирал ракушки и наслаждался легким бризом. Было так спокойно и расслабляюще. Прогулка по пляжу и сбор ракушек – прекрасный способ расслабиться. Вы видели какие-нибудь незабываемые закаты? Да, закаты в Парадисе Ков просто захватывали дух. Небо превратилось в полотно ярких цветов. Закаты на пляже всегда завораживают. Снимали ли вы какие-нибудь фотографии, чтобы сохранить эти прекрасные моменты? Я позаботился о том, чтобы запечатлеть потрясающие пейзажи с помощью фотографий. Они служат прекрасными воспоминаниями об этой поездке. Фотографии – отличный способ пережить особенные моменты. Пробовали ли вы местную еду или напитки во время поездки на пляж? Абсолютно. Я побаловал себя свежими морепродуктами, тропическими фруктами и потягивал освежающую кокосовую воду прямо из кокосовых орехов. Местная кухня, должно быть, дополнила общее впечатление. Вы сталкивались с какими-либо уникальными пляжными традициями или развлечениями? Да, однажды вечером у костра на пляже мы собирались, делились историями и наслаждались живой музыкой под звездным небом. Костер на пляже с живой музыкой звучит как фантастический способ провести вечер. Должно быть, это создало оживленную атмосферу. Это был действительно незабываемый вечер, наполненный смехом, музыкой и чувством товарищества среди других пляжников. Поездки на пляж объединяют людей. Спасибо, что поделились прекрасными воспоминаниями о пляже. Добро пожаловать! Было приятно вспоминать эти незабываемые моменты. Пляжные поездки поистине особенные. Безусловно, так оно и есть. В будущем я обязательно создам для себя заветные пляжные воспоминания. А пока берегите себя. Ты тоже. Желаю вам еще много невероятных пляжных приключений. Берегите себя и приятного дня. Спасибо. Я воспользуюсь этим по максимуму. Береги себя и пока до свидания. Урок 9. Помощь в сфере моды. Привет, Анна. Это очень приятно. Мне всегда нужна помощь в выборе одежды. Какими советами вы можете поделиться? Привет, Джон. Безусловно, я буду рад помочь. Какой аспект выбора одежды вы считаете самым сложным? Мне трудно найти подходящие мне цвета и стили. Это может быть очень сложно. Понимаю. Один совет – определите оттенок кожи. Теплые оттенки, как правило, подходят землистым тонам, а холодные тона дополняют драгоценные тона. Отличный совет. Как определить оттенок кожи? Один из способов –
Посмотреть на вены на запястье. Если они выглядят более синими, скорее всего, у вас холодные оттенки. Если они выглядят более зелеными, скорее всего, у вас Я теплые обязательно оттенки. посмотрю на вены на запястье, чтобы определить свой оттенок. Есть предложения по выбору подходящего стиля одежды. Важно учитывать фигуру. Например, если у вас фигура в виде песочных часов, приталенные платья и плавки с высокой талией могут подчеркнуть ваши изгибы. При выборе одежды я буду учитывать свою фигуру. Есть ли общие правила моды, о которых мне следует знать? Одно из распространенных правил – одеваться по этому случаю. Повседневные мероприятия требуют непринужденной одежды, в то время как официальные мероприятия требуют более изысканной одежды. Имеет смысл одеться соответствующим образом по этому случаю. Есть ли модные тенденции, которые вы бы порекомендовали изучить? Модные тенденции приходят и уходят, но всегда приятно быть в курсе событий. Сейчас в моде блейзеры оверсайз, эффектные аксессуары и постельные тона. Я буду следить за этими тенденциями. Как насчет выбора стильной и удобной одежды? Выбирайте дышащие и эластичные ткани. Льняные, хлопковые и трикотажные материалы часто удобны и универсальны. Для меня важен комфорт, поэтому я буду отдавать предпочтение одежде из этих тканей. Какие-нибудь советы по созданию целостного гардероба? Начните с создания основы из таких незаменимых вещей, как топы, брюки и верхняя одежда нейтральных цветов. Затем добавьте эффектные вещи и аксессуары, которые будут сочетаться друг с другом. Создание фундамента гардероба звучит как хороший подход. Как мне убедиться, что моя одежда хорошо сидит по фигуре? Обратите внимание на посадку на плечах, талии и бедрах. Пошив одежды также поможет добиться более индивидуального кроя. Я обязательно сосредоточусь на посадке своей одежды и при необходимости подумаю о пошиве одежды. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Я рад, что смог вам помочь. Помните, что мода – это самовыражение и уверенность в том, что вы носите. Это отличное напоминание. Я учту это при выборе одежды. Еще раз спасибо. Ты гуру моды. Совсем без проблем. Я с радостью помогу. Если в будущем у вас возникнут еще вопросы, связанные с модой, не стесняйтесь задавать их. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные рекомендации по моде. Еще раз спасибо. Береги себя и хорошего дня. Урок 10. Коррекция грамматики. Привет, Анна. Я заметила несколько грамматических ошибок в своем письме. Прошу прощения за это. Не могли бы вы уточнить? Привет, Джон. Конечно, я буду рад помочь. Можете ли вы указать конкретные предложения или области, в которых вы нуждаетесь в разъяснении? Да, в одном из своих предложений я сказал, мне нравится ходить в парк. Думаю, здесь есть ошибка, но я не уверена. Вы правы, в этом предложении есть ошибка. Правильная форма должна быть такой. Мне нравится ходить в парк без буквы «ам» перед словом «наслаждаюсь». Ах, понятно. Итак, это должно быть так, мне нравится ходить в парк. В этом есть смысл. Спасибо, что указали на это.
Добро пожаловать. Распространенная ошибка — ставить «ам» перед такими глаголами, как «нравится» или «нравится». Есть ли что-то еще, что вы хотите Да, в прояснить? другом предложении я написала «собака погналась за хвостом». У меня такое ощущение, что в слове «это» есть ошибка. Конечно, вы определили ошибку. В этом случае «это» на самом деле должно быть своим, без апострофа. Слово «оно» используется для обозначения владения вещью или животным. Ах, теперь я понимаю. Итак, должно быть написано «собака погналась за хвостом» без апострофа. Спасибо, что прояснили это. Добро пожаловать. Часто путают «это» и «свое». Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы, чтобы я оставил отзыв? На самом деле, да. Я написала «мы с другом пошли в кино». У меня такое чувство, что во фразе «я и мой друг» произошла ошибка. Вы снова правы. Правильная форма должна быть такой: «мы с другом ходили в кино». Говоря о себе и о ком-то еще, всегда ставьте имя или местоимение другого человека на первое место. Теперь я вижу. Итак, это должно быть так, мы с другом пошли в кино. Спасибо, что указали на это. Я ценю твою помощь. Добро пожаловать! Важно использовать правильный порядок местоимений в предложениях. Вы хотите, чтобы я еще что-нибудь затронул? Еще одна вещь. Я написала «у нее нет братьев и сестер». У меня такое ощущение, что в глаголе «не надо» есть ошибка. Вы абсолютно правы. Правильная форма должна быть такой: у нее нет братьев и сестер. Говоря о предмете в единственном числе, например, «она», мы используем глагол «не следует» вместо «не надо». Ах, теперь я понимаю. Итак, это должно быть так, у нее нет братьев и сестер. Спасибо, что объяснили это. Ваши объяснения очень полезны. Мы вам очень рады. Я рада, что смогла помочь вам с этими грамматическими исправлениями. Могу ли я вам чем-нибудь еще помочь? На данный момент это охватывает все. Еще раз благодарю вас за терпение и рекомендации. Я обязательно внимательно ознакомлюсь с этими исправлениями. Мне было очень приятно. Я всегда готов помочь вам с любыми языковыми вопросами. Помните, что практика ведет к совершенству. Продолжайте в том же духе. Я так и сделаю. Мы очень ценим вашу поддержку и рекомендации. Еще раз благодарю вас. Береги себя и хорошего дня. Урок 11. Советы по креативному нанесению покрытий. Привет, Анна. Есть какие-нибудь советы, как сделать мою еду более привлекательной? Я экспериментировала с покрытиями. Привет, Джон. Конечно, я хотел бы поделиться с вами несколькими советами. Покрытие – отличный способ улучшить общее впечатление от ужина. По какому конкретному аспекту вы хотели бы получить совет? Я ищу идеи, как красиво расположить еду на тарелке. Есть предложение. Один из простых приемов заключается в использовании правила третей. Представьте, что вы делите тарелку на 3 части по горизонтали и вертикали. Затем поместите основное блюдо в одну часть, а дополнительные – в другую. Отличный совет. Я попробую использовать правило третей, чтобы создать сбалансированную композицию.
Есть ли другие предложения по добавлению визуального интереса? Конечно. Рассмотрите возможность использования разных текстур и цветов. Например, вы можете добавить хрустящие элементы, такие как поджаренные орехи или хрустящие овощи, чтобы контрастировать с более мягкими компонентами. Это умная идея. Смешивание текстур может сделать блюдо более интересным. Как насчет добавления цвета в тарелку? Красочные ингредиенты могут сделать блюдо визуально привлекательным. Попробуйте добавить яркие фрукты, овощи или съедобные цветы, чтобы добавить ярких красок. Я учту это. Добавление красочных элементов действительно может изменить ситуацию к лучшему. Какие-нибудь советы по созданию высоты и размера? Высота здания может сделать блюдо более визуально эффектным. Вы можете складывать ингредиенты или использовать реквизит, например, съедобные гарниры или вертикальные элементы, чтобы создать изысканную презентацию. Создание высоты звучит интересно. Я поэкспериментирую с укладкой ингредиентов и использованием гарниров. Есть ли рекомендации по размерам порций? Важно сбалансировать размеры порций, чтобы создать эстетически привлекательную тарелку. Избегайте перенаселения и оставляйте некоторое негативное пространство, чтобы каждый компонент мог Имеет сиять. смысл следить за размерами порций и отрицательным пространством. Это позволяет блюдам выделяться на фоне конкурентов. Есть ли инструменты для нанесения покрытия, которые мне стоит рассмотреть? Хотя в этом нет необходимости, такие инструменты для нанесения покрытий, как бутылки для выжимки или пинцеты, могут обеспечить большую точность и контроль при приготовлении соусов или деликатных Я гарниров. попробую использовать инструменты для нанесения покрытий, чтобы усовершенствовать свою презентацию. Они определенно могут пригодиться. Как насчет важности выбора тарелок? Выбор тарелки может существенно повлиять на общую презентацию. Попробуйте использовать тарелки контрастных цветов или интересных форм, чтобы повысить визуальную привлекательность. Я уделим внимание выбору тарелок. Использование разных тарелок может добавить еще один уровень креативности. Какие-нибудь последние советы, которые следует иметь в виду? Помните, что покрытие – это вид искусства, поэтому не бойтесь экспериментировать и получать удовольствие. Дайте волю своему творчеству и доверьтесь своим инстинктам. Это отличное напоминание. Я займусь художественным аспектом нанесения покрытий и доверюсь своему творчеству. Спасибо за ценные советы. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Приятных вам экспериментов с приготовлением блюд, и я уверена, что ваши блюда будут выглядеть великолепно. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь Я задавать ценю их. ваше руководство. Мне не терпится применить эти советы на практике. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобится дополнительная помощь. Хорошего дня! Урок 12. Изучение увлечений. Привет, Анна. Я ищу новые увлечения. Есть предложение. Привет, Джон. Я буду рад помочь. Что вас интересует или что вы всегда хотели попробовать? Я давно подумываю заняться фотографией. Что вы думаете об обучении работе с фотоаппаратом? Обучение фотографии может стать прекрасным хобби. Это позволяет запечатлеть прекрасные моменты и выразить свои творческие способности. Вы можете начать с понимания основ композиции и освещения. Звучит интригующе. Я рассмотрю технику композиции и освещения.
Какие-нибудь советы по выбору камеры? Для начала рассмотрите цифровую камеру с ручными настройками. Она позволяет изучать различные экспозиции и настройки и экспериментировать с ними. Я учту это при поиске подходящей камеры. Спасибо за рекомендацию. Есть ли другие предложения по хобби? Еще одно хобби, которое может вам понравиться, это научиться играть на музыкальном инструменте. Это может быть полезным и полезным занятием. Есть ли инструмент, который вас заинтересовал? Меня всегда интересовала гитара. Было бы здорово научиться играть несколько мелодий. Какие-нибудь советы для новичков? Новичкам важно начать с основ, таких как изучение аккордов и правильное расположение пальцев. Вы можете найти онлайн-уроки или взять уроки у местного учителя музыки. Начать с основ имеет смысл. Я буду искать уроки игры на гитаре для начинающих и практиковать аккорды. Спасибо за рекомендации. Есть ли еще одно хобби, которое вы бы порекомендовали? Как насчет того, чтобы открыть для себя мир кулинарии и попробовать новые рецепты? Это может быть увлекательное и вкусное хобби, позволяющее экспериментировать со вкусами и техниками. Кулинария – отличный способ раскрыть свои кулинарные навыки. Я начну с того, что попробую несколько простых рецептов и постепенно брошу себе вызов. Какую конкретную кухню вы предлагаете мне попробовать? Это фантастический подход. Что касается кухни, вы можете начать со своего любимого блюда или вообще попробовать новую кухню. Все дело в том, чтобы узнать, что нравится вашим вкусовым рецепторам. Я начну с экспериментов с некоторыми азиатскими рецептами, так как эта кухня мне нравится. Попробовать новые вкусы будет увлекательным приключением. Спасибо за предложение. Какие еще хобби вы можете придумать? Как насчет знакомства с миром письма? Вы можете попробовать свои силы в творческом письме, вести дневник или даже завести блог. Это прекрасный способ выразить свои мысли и воображение. Сочинение звучит как отличная возможность для творчества. Я попробую и посмотрю, к чему это приведет. Какие-нибудь советы, как начать писать? Для начала каждый день выделяйте время на написание, даже если это всего несколько минут. Не беспокойтесь о совершенстве, просто дайте волю своим мыслям. Вы также можете присоединиться к писательским сообществам или семинарам для получения вдохновения и отзывов. Выделение времени на написание статей – хорошая идея. Я сделаю это привычкой и познакомлюсь с разными писательскими сообществами. Спасибо за ценный совет. Добро пожаловать! Я рада, что смогла дать несколько советов по хобби. Помните, что главное – найти то, что вам нравится, и весело провести время, изучая это. Если вам нужны дополнительные рекомендации, не Я ценю стесняйтесь вашу спрашивать. поддержку. Мне не терпится погрузиться в эти увлечения и посмотреть, к чему они меня приведут. Я обязательно свяжусь с вами, если у меня возникнут вопросы. Хорошего дня! Урок 13. Технические проблемы. Привет, Анна. У меня возникли проблемы с компьютером. Знаете ли вы что-нибудь об устранении технических неполадок? Привет, Джон. Я, конечно, могу помочь. В чем, похоже, проблема с вашим компьютером? Что ж, в последнее время он работает довольно медленно, и некоторые программы выходят из строя. Представляете, что может быть причиной этого?
Низкая производительность и сбой программ могут быть вызваны различными факторами. Пробовали ли вы запустить антивирусную проверку, чтобы исключить вредоносное ПА? Да, у меня установлена антивирусная программа, но я проведу сканирование еще раз, чтобы убедиться в этом. Могу ли я еще что-нибудь проверить? Также рекомендуется проверить, нет ли у вас ненужных программ, работающих в фоновом режиме. Они могут потреблять системные ресурсы и замедлять работу компьютера. Это хорошие замечания. Я проверю свой диспетчер задач, чтобы узнать, какие программы запущены, и закрою ненужные. Что если это не решит проблему? Если закрытие ненужных программ не помогло, попробуйте освободить место на диске компьютера. Удаление временных файлов и неиспользуемых приложений может повысить производительность. Я очищу свой диск и удалю все ненужные файлы или приложения. Надеюсь, это изменит ситуацию к лучшему. Какие-нибудь другие советы? Еще вы можете обновить драйверы устройств. Устаревшие драйверы могут вызвать проблемы с совместимостью и производительностью. Последнее обновление драйверов можно найти на веб-сайте производителя. Я давно не обновлял драйверы. Я зайду на сайт производителя и скачу последние версии драйверов для своего оборудования. Спасибо за совет. Что-нибудь еще мне стоит рассмотреть. Возможно, вы также захотите проверить, фрагментирован ли накопитель вашего компьютера. Фрагментация возникает, когда файлы разбросаны по всему диску, что влияет на производительность. Для оптимизации можно запустить Я дефрагментатор дефрагментирую диска. диск, чтобы обеспечить правильную организацию файлов. Надеюсь, это улучшит общую производительность. Спасибо за предложение. Могу ли я еще что-нибудь попробовать? Если проблемы не исчезнут, вы можете рассмотреть возможность восстановления системы или переустановки операционной системы. Перед этим обязательно создайте резервную копию важных файлов. Восстановление системы или переустановка операционной системы звучит как крайний вариант. Я учту это, если больше ничего не сработает. Спасибо за вашу помощь. Урок 14. Дополнительные покупки. Привет, Анна. Мне интересно купить эту рубашку, но я заметила, что к ней прилагается дополнительный товар. Не могли бы вы предоставить некоторые подробности? Привет, Джон. Конечно, я буду рад помочь. Прилагаемый предмет представляет собой подходящий карман, который дополняет рубашку. Это добавит вашему образу нотку стиля. Звучит интригующе. Сколько стоит карманный квадрат? Входит ли он в цену рубашки? Карманный угольник – это дополнительный аксессуар, поэтому он поставляется за отдельную цену. Это дополнительные $10. Понимаю. Да, пожалуйста. Я тоже хочу купить карманный квадрат. Не могли бы вы добавить его к моей общей сумме? Конечно. Я добавлю карманный квадратик к вашей покупке. Ваша общая сумма будет включать стоимость рубашки и дополнительные $10 за карманный квадрат. Отлично. Я рад, что могу получить полный комплект. Не могли бы вы сообщить мне окончательную сумму, включая все налоги или сборы? Конечно. Позвольте мне подсчитать для вас общую сумму. Рубашка стоит $40, а с учетом дополнительных $10 за карман сумма составит $50.
После добавления применимого налога с продаж в размере 8%, окончательная сумма составит $54. Спасибо за разбивку. Я готов приступить к покупке. Не могли бы вы сообщить мне о доступных способах оплаты? Совершенно верно. Мы принимаем наличные, кредитные карты и мобильные платежные приложения. Какой метод вы бы предпочли? Я заплачу кредитной картой. Вот оно. Урок 15. Создание контента. Привет, Анна. Я думала о создании контента. Похоже, что предоставление ценного контента может быть очень эффективным. Что вы думаете? Привет, Джон. Я согласен. Создание ценного контента необходимо для привлечения аудитории и привлечения подписчиков. Какой тип контента вы хотите создать? Я подумываю завести блог, где я смогу поделиться своими знаниями и опытом. Какие-нибудь советы, как сделать его эффективным и интересным? Отличная идея. Чтобы сделать свой блог эффективным, сосредоточьтесь на предоставлении полезной информации, рассказывании историй и использовании визуальных эффектов. Это помогает общаться с читателями на личном уровне. Понимаю. Таким образом, обмен личными историями и опытом может сделать контент более релевантным. Как насчет стиля письма? Какие-нибудь рекомендации? Когда дело доходит до стиля письма, стремитесь к разговорному тону. Это делает контент более интересным и доступным. Не забывайте делать предложения и абзацы краткими, чтобы заинтересовать читателей. В этом есть смысл. Я буду придерживаться разговорного стиля письма и позабочусь о том, чтобы содержимое было легко читать. Как насчет частоты публикаций? Последовательность играет ключевую роль. Определите подходящий для вас график публикаций и придерживайтесь его. Будь то еженедельные, двухнедельные или ежемесячные обновления, привлекают вашу аудиторию. Понял. Я составлю постоянный график публикаций, чтобы моя аудитория возвращалась к нам снова и снова. Как привлечь больше читателей в свой блог? Продвижение вашего блога имеет решающее значение для привлечения читателей. Делитесь своими статьями в социальных сетях, участвуйте в онлайн-сообществах и сотрудничайте с другими блогерами, чтобы расширить охват аудитории. Продвижение в социальных сетях и сотрудничество с другими блогерами – отличный способ повысить узнаваемость. Какие-нибудь советы по взаимодействию с читателями? Общайтесь со своими читателями, отвечая на комментарии, запрашивая отзывы и поощряя обсуждения. Сделайте так, чтобы они почувствовали, что их ценят и вовлечены в разговор. Взаимодействие с читателями важно для создания лояльного сообщества. Я обязательно отвечу на комментарии и буду поощрять общение. Какие-нибудь последние советы? Наконец, всегда стремитесь предоставлять ценный и уникальный контент. Предлагайте идеи, советы или точки зрения, которые ранее широко не обсуждались. Это заставит вашу аудиторию возвращаться снова и снова. Предоставление ценного и уникального контента – отличный способ выделиться. Я сделаю это приоритетом в своем путешествии по ведению блога. Спасибо за все полезные советы. Урок 16. Планирование поездки. Привет, Урок 16. Анна. Ты уже начала Планирование планировать поездки. нашу поездку? Привет, Джон. Да, у меня есть. Я решил забронировать жилье и изучить возможные развлечения.
Как насчет тебя? Отлично. Я изучал варианты транспорта и посещал популярные достопримечательности в этом районе. Где ты собираешься остановиться? Я нашел несколько отелей, которые расположены в центре города и имеют хорошие отзывы. Они предлагают такие удобства, как бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. Какие-нибудь предпочтения? Бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi звучат просто фантастически. Не могли бы вы назвать названия этих отелей, чтобы я мог с ними ознакомиться? Абсолютно. Первый отель называется Sunset View Inn. Из него открывается вид на прекрасный пляж. Второй – Cityscape отель, расположенный в самом центре города, недалеко от основных достопримечательностей. Оба варианта выглядят привлекательно. Я проверю их наличие и сравню цены. Что касается развлечений, наткнулись ли вы на какие-нибудь места, которые стоит посетить? Да, у меня есть. Есть знаменитый музей под названием Art Hivern, в котором представлены уникальные произведения современного искусства. Мы также можем прогуляться по живописному пешеходному маршруту «Тропа природы», откуда открываются И захватывающие Арт-Хиврн, дух и виды. Тропа природы звучат интригующе. Я добавлю их в наш маршрут. Проводятся ли во время нашей поездки какие-либо специальные мероприятия или фестивали? Я узнала, что во время нашего визита проходит местный кулинарный фестиваль под названием Tasty of the Town. Он известен своими разнообразными кулинарными предложениями и выступлениями живой музыки. Фестиваль еды с живой музыкой звучит как фантастический опыт. Давайте позаботимся о том, чтобы его не пропустить. Как насчет транспорта? Вы этим занимались? Да, у меня есть. Есть несколько вариантов, включая аренду автомобиля, пользование общественным транспортом или наем частного водителя. Мы можем обсудить и решить, какой из них нам больше подходит. Учитывая удобство и гибкость, аренда автомобиля кажется хорошей идеей. Мы можем исследовать окрестности в удобном для нас темпе. Должен ли я обратиться за услугами по аренде автомобилей? Похоже на план. Пожалуйста, ознакомьтесь с вариантами аренды автомобилей, включая цены и любые необходимые требования. Безопасность превыше всего, поэтому давайте позаботимся о том, чтобы у компании были хорошие отзывы. Безусловно, безопасность – это приоритет. Я обязательно выберу надежную компанию по прокату автомобилей с положительными отзывами клиентов. Есть ли другие аспекты поездки, которые нам нужно рассмотреть? Нам также следует подумать о страховании путешествий, особенно на случай непредвиденных ситуаций. Очень важно иметь страховое покрытие на случай неотложной медицинской помощи или отмены поездки. Вы правы, туристическая страховка обеспечивает душевное спокойствие. Я рассмотрю разные страховые планы и сравню их покрытие и стоимость. Мы хотим быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам. Это мудрое решение. Лучше подготовиться, чем потом столкнуться с трудностями. Если вам нужна помощь или у вас возникнут дополнительные вопросы в процессе планирования, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо. Я ценю вашу помощь и поддержку. Кроме того, если вы найдете другие интересные рекомендации или у вас есть дополнительные предложения, сообщите мне об этом. Урок 17. Варианты оплаты. Привет, Анна. У меня есть вопрос о бронировании жилья. Должны ли мы платить авансом или по прибытии? Привет, Джон.
Это зависит от размещения. В некоторых местах требуется предоплата, а в других – по прибытии. Вы нашли интересующие вас отели? Да, я нашла несколько вариантов, которые выглядят многообещающими. В одном из них в деталях бронирования упоминается оплата по прибытии. Означает ли это, что мы можем произвести оплату при регистрации? Верно. Оплата по прибытии означает, что вы можете оплатить проживание по прибытии в отель. Это обеспечивает большую гибкость, особенно если ваши планы могут измениться. Это приятно знать. Гибкость очень важна, особенно если есть вероятность изменений в нашем маршруте путешествия. Есть ли преимущества предоплаты? Авансовый платеж иногда может дать преимущества, такие как скидки или специальные акции. Стоит проверить, предлагает ли отель какие-либо льготы по предоплате. Скидки и специальные акции всегда привлекательны. Я сравню цены на предоплату и оплату по прибытии, чтобы узнать, какой вариант дает нам лучшие соотношения цены и качества. Похоже на план. Прежде чем принимать решение, важно взвесить затраты и выгоды. Кроме того, ознакомьтесь с правилами отмены бронирования в отеле, поскольку они могут отличаться в зависимости от способа оплаты. Безусловно, понимание политики отмены бронирования имеет решающее значение. Мы хотим быть уверены, что можем изменить или отменить бронирование в случае необходимости. Я ознакомлюсь с условиями. Отлично! Внимание к условиям гарантирует, что мы хорошо информированы и можем принимать взвешенные решения. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их. Спасибо. Я ценю ваше руководство. Я продолжу исследование и приму решение, исходя из наших предпочтений и способов оплаты в отеле. Ваш вклад оказался ценным. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Помните, что важно выбрать способ оплаты, который соответствует вашим потребностям и обеспечивает максимальное удобство. Удачи в бронировании! Спасибо. Я буду иметь это в виду. Мы очень ценим вашу поддержку. Позаботьтесь и поговорите с вами в ближайшее время.